Вот с этого момента открыт ящик Пандоры. Теперь любой китайский танкер китайского теневого флота может быть объявлен также точно незаконным и остановлен. Но уже козырять им на переговорах, а вот орешник сейчас применим в неядерном исполнении, уже никто не воспримет этот орешник как серьезное оружие. Скажет, ну, мы видели твой орешник, да, что он там, какой он ущерб нанес, и все. Поэтому очень важна точность его, мы ее не знаем. Не только у России есть такой флот, он есть и у Китая тоже. Китай закупает санкционную нефть и у Ирана, и у Венесуэлы. Венесуэлу он поставил в такое положение, ну, мы уже об этом говорили, что она должна ему 80 миллиардов долларов и расплачивается нефтью. Всем привет! Снова с вами Ширяев и Ширяев. Это канал, на котором я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Рады вас видеть после новогодних праздников. Здравствуйте. Рад вас тоже приветствовать. И я думаю, что интенсивность событий такова, что никому скучно сейчас не будет. Тут хотелось бы сказать такую вещь немножечко отдельно. На этой неделе, вот в ближайшие пару дней, специальная военная операция будет уже длиться дольше, чем шла Великая Отечественная война. Вот. И, конечно же, все со всех сторон ждут эту дату, все будут ее обсуждать, сравнивать и так далее. Вот мы сразу вам сообщаем, что мы сравнивать Великую Отечественную войну и специальную военную операцию не собираемся. Для нас это вообще не дата. Я имею в виду вот совпадение двух чисел, да? И идем дальше, как идем. Потому что это несравнимые вооруженные конфликты. Просто несравнимые. Их нельзя рядом ставить. Да и сам идеологический посыл этого сравнения мне лично не очень понятен. Потому что если вот точно логику соблюдать, получится так. Гитлер продержался против Советского Союза 1418 дней. И сломался. А Зеленский-то молодец какой. Он лучше Гитлера. Вот он дольше держится, да? Что это означает? Нет. Я отказываюсь рассматривать это все. За 2 недели, что нас не было, много населенных пунктов и, в первую очередь, крупных городов было взято под контроль российскими войсками. В Запорожской области Косовцево, Лукьяновская, а также важные города Степногорск и Гуляйполе. В ДНР это Бандарная, Диброво, Артемовка, Вольная, а также Родинская и Димитров, Мирноград. И в Харьковской области это населенный пункт Богуславка. Ну, давай тогда все-таки расскажи, что там на самых важных направлениях. Ну, Купинск, наверное, да? Да, ну, скажем так, за вот истекшее время, с даты нашего последнего выхода, конечно, на фронтах наступило определенное затишье. Ну, это прямо сразу с католического Рождества началось, и вот вплоть до православного, значит, Рождества. Связано это с праздниками, и вот кто бы что ни говорил, все-таки они на людей действуют, даже в окопах. Все равно вот затишье определенно оно было. Хотя, конечно, были участки, где очень интенсивные бои шли, безостановочные, прямо в новогоднюю ночь. Обрати внимание, что ведь Папа Римский предложил в очередной раз рождественское перемирие, а вот я даже не задумывался, он на какое Рождество предлагал перемирие, на католическое или на 7 января? Мне интересно даже посмотреть, потому что, вообще-то говоря, оба народа должны праздновать, по идее, 7 января. Ну, возможно, и речь о том, чтобы с 25 по 7, ну, как бы все праздники. Да, было бы логично, интересно. Но, тем не менее, этого не случилось. Значит, я думаю, что командование российской армии, да и украинской тоже, не поддерживают такие религиозные начинания. Но вот, что касается действий вот прямо сейчас, они интенсифицируются.
главное, что можно сказать, это мы увидели по телевизору очередное совещание, где докладывали Путину, в том числе и положение в Купянске, и Кузовлеву, командующему группировкой войск «Запад», дали время исправить положение. Там было условлено, что за январь-февраль все отобьют назад. Вот вроде как. То есть до конца февраля. Я скажу так, что по всем источникам это чрезвычайно амбициозная задача. Чрезвычайно амбициозная. Туда все резервы? Все, абсолютно, да. И для Зеленского этот город имеет принципиальное значение. Сумеет ли Кузовлев? Потому что это прямо живой пример о том, который говорит о том, что украинская армия способна еще контратаковать, контрнаступление организовывать и так далее. Все. Я уже говорил о том, что уже масштабами... успех. Да, то есть масштабами уже совсем не то, что вот в Курской области был. Тогда действительно был такой удар. Здесь, конечно, все труба пониже, дым пожиже. Но, в общем, по большому счету, это важная история успеха. Вот. И за январь-февраль все исправить сможет ли Кузовлев? Посмотрим. Но это очень амбициозная задача. По крайней мере, сейчас там все движется так, что большое количество источников сообщает о том, что российские многие подразделения сражаются в окружении на территории Купянска. Не украинцы окружены, а российские части в окружении на территории Купянска сражаются. В общем, наблюдаем. Есть еще один участок важный, который мы каждый раз отмечаем, и на нем произошло такое явление. Это наступление группировки войск «Восток», которая прямо перед Новым годом почти полностью заняла там, 95% Гуляйполя. Она остановлена. То есть туда тоже бросают прям все, что можно. Буквально в смысле слова. Там даже по названию частей различных род батальонов видно, что прям каша. Туда бросают все, что можно. И, украинцы. Да, украинцы. И, в общем, посылают. Там есть на запад от Гуляйполя населенный пункт железнодорожный. А дальше уже после него вообще там ничего нет, до Орехова. Никаких серьезных таких населенных пунктов больших. И вот они, опираясь на железнодорожное, посылают на Гуляйполе группы, которые должны штурмовать. И, в общем, конечно, они во время этих контратак несут потери, существенные потери. И так долго не может продолжаться, так просто перемолотит все. Что будет дальше, посмотрим. Но, в общем, самого главного-то они добились. Наступление группировки «Восток» остановлено. Прям стал. Может быть, это перегруппировка. Может быть, они ждут, так сказать, там каких-то событий и так далее. Но вот. А в Степногорске он занят же. Это уже епархия Теплинского, группировка войск Днепр. И она наступает, в том числе и в сторону и Запорожья, и на запад к Орехову. Да, Степногорск объявлен, что он взят, но на самом деле это произошло несколько раньше. Так вот, эти две группировки, Днепр и Восток, от Степногорска и от Гуляйполя движутся навстречу друг другу, и в районе Орехова посередине должны, по идее, сойтись. Там нет линии обороны. Они вдоль линии обороны движутся украинских. Вот таким вот образом. Но, в общем, это все-таки важный момент, потому что до этого группировка «Восток» двигалась прямо вот безостановочно. Шла. Сейчас она встала. И вот накануне Нового года был окончательно взят Мирноград. Да, скажем так, заканчиваются мероприятия по ликвидации этого котла. То есть там какие-то еще могут оставаться в подвалах там, украинских военнослужащих, но в общем все. И какой-то период должен пройти после этого на пополнение и, скажем так, психологическую реабилитацию войск. То есть
те части, которые там сражались, да, они обязательно появятся на новых участках фронта, обязательно. Но должно какое-то пройти время, это не мгновенно. Но в общем и целом, да, сколько там... Да, ну, в общем и целом, у российского командования появились там резервы, так скажем, да, которые все, Мирнограда, Покровска больше нет. Оттуда, с этого места, там сравнялся фронт, идут наступления по двум направлениям. На Гришино, на то самое, и на Белецкое. В общем, силы практически равные, идут встречные бои, тяжелые очень сражения там разворачиваются. Ну, в общем, все. Этот участок потерял свое такое ключевое значение. Остановлено продвижение войск российской армии на запад от Северска. То есть мы рассказывали, как быстро было взять Северск, как на плечах противника продвигались войска и несколько километров дальше на запад дошли. Сейчас российские войска остановились на рубеже Резниковка-Закотная. И, в общем, все, может быть, это тоже перегруппировка. Но, в общем, наступление остановилось. И вот впереди от того рубежа, на котором сейчас остановилась российская армия после наступления на Северск, через 12 километров находится довольно приличный по размерам населенный пункт Рай-Александровка. Чем он интересен и важен, почему на него нацелились? Потому что он стоит на высоте, вот ровно настолько, насколько это вообще можно считать высотой, когда говорим о левобережной Украине. Все-таки это не горная страна, но мы всегда подчеркиваем, что очень важно для операторов дронов быть выше противника, потому что туда легче распространяется радиосигнал, да, минуя всякие там овраги и так далее. Значит, она стоит прямо на водоразделе. И вот если на нее поднимутся российские войска, там внизу под ней Славянск. Вот ровно на таком же расстоянии. Все. Это уже Славянск. И Славянск будет в низине. Вот это важный такой момент, надо отметить. Сейчас, видимо, развернутся бои за Рай-Александровку. Ну что же, начало года абсолютно безумное, богатое на события. Согласен полностью. И еще и вдобавок ко всему резко обострилась ситуация в Иране. И так может получиться, что и зашатается режим аятоллы. Но это политическое событие, все-таки не военное. А мы рассматриваем военные именно события. Пока что да. Ну вот, да, Россия нанесла удар орешником по подземному газохранилищу во Львовской области. И заявляется, что это ответ на тот предновогодний налет 91 дрона на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Если в 2024 году это были просто испытания и демонстрация, то сейчас мы видим просто уже настоящее применение стратегической ракеты средней дальности, которая вообще создана под ядерный боеприпас, в неядерными боеголовками по настоящему инфраструктурному важному очень объекту в настоящем столкновении, да, вооруженном конфликте. Здесь есть несколько сразу важнейших частей, которые надо сказать. Во-первых, руководство НАТО прямо продемонстрировали удар стратегическим оружием практически по его границе. Ну, Львовская область, она прямо на границе с Польшей, все. Пусть прямо они увидели это. Это как бы должно демонстрировать решимость военно-политического руководства России к использованию такого оружия. Это первое. Второе. Конечно, как только ракету, специально созданную под ядерный боеприпас стратегическую, ты используешь с неядерным боеголовкой, с неядерной, сразу на первое место выходит не мощность взрыва, а вопрос точности. Потому что ядерная боеголовка, она настолько мощная, она вообще термоядерная на самом деле, да, она настолько мощная, то плюс-минус там 100 метров особого значения не играет. Но если тебе надо болванкой просто поразить, предположим, газоперекачивающую станцию какую-то, 50 на 50 метров, или ты промахнулся на 100 метров, какая бы энергия тепловая не передалась бы в грунт, какой бы взрыв ни получился у тебя, ты уже промахнулся. И все те огромные деньги, которые на эту ракету потрачены, они были потрачены зря, впустую. То есть точность выходит на первое место. И здесь проблема.
у стратегических ракет с точностью, вот из-за этого проблема. Крылатые ракеты используются и с ядерным боезапасом, и с обычным, потому что их скорость и характер траектории позволяют использовать на крылатых ракетах такие приборы, которые их делают очень точными. А вот у баллистических, которые через космос летят, они очень ограничены в этом смысле. И они не могут такую-то, ни российские, ни китайские, ни американские, это не имеет значения. Они такую точность не могут. Поэтому мы не знаем, насколько точно сейчас поразили вот эти объекты в районе города Стрий. Сразу, значит, разочаруем всех, кто сейчас надеялся увидеть какие-то картины разрушений и так далее, которые исходят из самого термина «подземное газохранилище». То есть предполагается, что это некая такая жестяная банка или огромная металлическая конструкция какая-то закопанная и так далее. Нет. Это газовое месторождение, из которого выкачали газ. А потом уже вручную закачали. Потом, это Советский Союз придумал, а потом вручную начали туда, ну не вручную, а с помощью сложного оборудования, закачивать туда газ, потом опять можно поднимать, закачивать все, но хранится там газ в кавернах и внутри песчаников, в мелких таких, так сказать, грунтовых пустотах на глубине от 400 метров до 2 километров. Огромная территория этого газового месторождения, огромная, много десятков километров квадратных. Его нельзя поразить даже ядерным боеприпасом. Но когда наружу выходят трубы, которые выкачивают и закачивают, и вот это сложное хозяйство, которое ему управляют, вот его можно поразить. И вот как раз для того, чтобы его поразить, нужна высокая точность. Поэтому мы, конечно, видели уже все видео зарева такого, пожара в районе города Стрий. Значит, понятно, что этот орешник куда-то там попал. Значит, какие-то последствия были. Ну, какие, мы не знаем. Так вот, если сейчас выяснится, что незначительные повреждения, и это все хозяйство продолжает действовать, через него идет газ в Западную Европу, из Западной Европы оно распределяет газ потребителям на Украине, его быстро отремонтировали, допустим, взяли и быстро отремонтировали, то сама идея применения очень дорогой стратегической ракеты для таких целей, она дискредитируется. Все, она просто дискредитируется. Ну, за исключением того, что ты сказал, показать готовность применить такое оружие. Ну, да. Но уже козырять им на переговорах, а вот орешник сейчас применим в неядерном исполнении, уже никто не воспримет этот орешник как серьезное оружие. Скажет, ну, мы видели твой орешник, да, в чем там, какой он ущерб нанес, и все. Поэтому очень важна точность его, мы ее не знаем. И мне кажется, для самого генерального штаба и для Путина это как бы тоже испытание. Прямо вот боевые испытания, они сейчас тоже очень интересуются, чем же там все закончилось это все, да, насколько точно попали туда, куда хотели. Потому что сами вот эти агрегаты, про которые я сказал, они абсолютно точно известны, с точностью до 1 метра. Они на карте все занесены, попасть, и их невозможно передвинуть. Попасть по ним проблем нет, но точность вот какова. Да, вот, собственно говоря, и это и есть главная коллизия. Ударить-то ударили. А достигли ли цели? Эффективность какова? Ну, строго говоря, это все равно с военной точки зрения важнейшее событие, потому что у американцев такой проект есть. Мы уже про него рассказывали нашим зрителям. Они его с ядерных подводных лодок хотят запускать. Ракеты стратегические с обычной боеголовкой для того, чтобы нанести удар любому бандиту, любому вождю племени, который их не послушается, тогда в любой точке планеты, любому пирату и так далее в течение 1 часа. Да. Вот кто-то что-то не так сделал, там Трамп кнопку нажимает, все, ракет. Если у русских сейчас не получится, американцы задумаются, а стоит ли вообще это делать. Короче, это эксперимент, который никто в истории человечества никогда пока не делал, и мы прямо при нем присутствуем. Вот страны так называемой коалиции желающих, они подписали такие декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Там какие-то еще позиции находятся на этапе черновиков. Непонятно, что будет там с Америкой, но, наверное, самое сейчас обсуждаемое – это то, что Франция и Великобритания собираются после предполагаемого перемирия разместить на Украине так называемые
военные центры или хабы. В российских СМИ, естественно, это сразу же начали называть военными базами. Не очень понятно, о чем речь. Смотри, вообще вот сама эта декларация, она больше интересна своей медийной картинкой. Все, большое количество министров, премьер-министров, президентов съехали совместно, подписали, там, вместе сфотографировались. В этом смысле, да. Но она повторяет все те же самые старые идеи, которые, в общем, Путин называл неприемлемыми давно уже. И самое главное другое, что начали эту специальную военную операцию просто для того, чтобы Украина не вошла в НАТО, чтобы иностранные войска не появились на территории Украины. А тут опять пунктом очередным стало появление иностранных войск на территории Украины. Ну вот что это такое военные центры, военные хабы? Может быть, это никакие не военные базы, а какие-нибудь консультационные офисы? Что-то смотри, типа... когда страны Прибалтики только входили в НАТО, было заявлено, что иностранных войск там не будет. Значит, вот какие есть там эти небольшие свои, значит, вооруженные силы, так вот оно и останется. И там, в частности, вот гигантский советский аэродром в Прекуле, в Литве, он прям обслуживает дивизию, значит, со всеми. Он достался вот просто на, держи, что называется. А самолет сам держать не могло, нельзя было. И всю Прибалтику обслуживают 4 устаревших самолета «Фантом». Они стояли на этом гигантском аэродроме, и больше ничего не было. Что имеется в виду? Сразу же натовцы решили, что да, нас там не будет. Но мы построим там склады и все сложим заранее. Потом войска уже налегке, без техники, без ничего, быстро раз продвигаются туда, занимают свои места и так далее, разбирают технику, и вот тебе уже все. То есть не нужно вот эти колонны тяжелые, армейские, тащить через всю Европу и так далее. Давай все свое заранее придем и сложим. Так человек тоже часто делает. Сначала на дачу люди завозят вещи, а потом уже приезжает жена, теща, собака там, и начинает пользоваться этими вещами. Вот. Примерно то же самое предполагается сейчас и на Украине. Да, наших войск там близко к линии фронта не будет, но мы там все разложим. Поскольку там людей нет, там украинцы охраняют их, допустим, да, поскольку там людей нет, это базой не назовешь. Но это готовое вооружение, как бы зашел, бери, все. Вот, поэтому... Но и они же сказали, там же есть пункты, 15 тысяч вооруженных сил они туда заведут. Все-таки, как ни крути, на всякий случай. После подписания мирного договора. Я считаю его просто... Слушай, ты как сам думаешь вообще? Они знают, что для Путина... Я думаю сейчас только об одном последние пару минут. «Фантом» – это тот самый «Фантом», который взорвался быстро в небе голубом и пятичистом. Да. Вот те самые устаревшие «Фантомы» времен Вьетнамской войны, 4 штуки на всю Прибалтику летало, понимаешь? То есть довольно мирное было еще у нас с НАТО существование, так сказать, и техники там не было, ничего там не было. Не то, что сейчас. Я просто думаю, Западная Европа, они отлично знают, что генеральная идея Путина – Украина не должна быть в НАТО, и на территории Украины не должно быть иностранных войск. Они каждый раз, в очередной раз вставляют, нет, иностранные войска, они на территории Украины, склады, все. А может, они это специально делают, чтобы конфликт не кончался, чтобы продолжались военные действия? Потому что, они же понимают, что это, неприемлемо. Но, тем не менее, все равно, для Путина я имею в виду, да, но, тем не менее, все равно, нет, иностранные войска будут. Нет, значит, продолжаем сражаться. Так это же переговорным процессом и является, потихонечку какие-то пункты убирают. Хорошо. И приходит к общему знаменателю. Буданов, новый глава офиса президента, будет переговоры вести. Я не знаю, будут ли с ним в Кремле вести переговоры. Он включен в список террористов, ты это знаешь? Он сколько генералов-то понавзрывал российских. Вообще у меня большие сомнения, что с Будановым кто-то начнет переговоры вести. Какой-то посредник он будет искать вместо себя.
стремительная операция американской береговой охраны. Они высадились на танкер, шедший под российским флагом «Маринера» между Великобританией и Исландией. У этого танкера довольно обширная история. Он много менял флагов и названий. Ходил под флагами Гаяны, Панамы, Палау. Названия у него до этого были... Он с декабря 25 года ходил под флагом России с названием «Маринера». До этого он назывался «Белла-1», «Тимимус», «Неофит» и еще предыдущие у него были названия. Куча названий, да. Да. И известно, что Россия отправила для охраны этого судна подводную лодку российскую. И еще какие-то там корабли не установленные. Да. Как американская пресса сообщает, операция, эта высадка производилась в непосредственной близости от российских кораблей, но пока это все не это подтверждено. На самом деле абсолютно не подтверждено. Более того, все, что касается вот этого якобы посланного на защиту отряда, это все вот мы должны подождать. Потому что сами корабли надводные, а с подводной лодкой якобы шли надводные корабли, да, они всегда, ну это официальная вещь. Вертолет пролетел, он посмотрел бортовой номер, все, он сразу тебе называет название, фамилию капитана и прям всю твою подноготную этого корабля. Его невозможно скрыть. Поэтому мы ничего не знаем об этих кораблях до сих пор. Поэтому нет, я и не считаю, что это доказанный факт на сегодняшний момент. Очень важно для пропаганды со всех сторон. Дошел отряд российский до этой маринеры, чтобы его спасти, да. И потом стоял и смотрел, значит, как его захватывают. Или он просто опоздал, не дошел, тогда он ни в чем не виноват. Вот в этом смысле, да, так сказать, там будет, значит, трактовать. А вот русские облажались, пришли, а американцы их проигнорировали, тогда нет. Все это совсем не так, оказывается, выглядит. И в источниках у нас недостатка нет, слава богу, в этом смысле. Можем рассказать все, как оно организуется в таких случаях. Значит, наверное, все-таки правильнее начать исходно, что это было. Посмотри. Венесуэла по запасам имеет самые большие запасы нефти, разведанные на земле. Больше, чем в России. Страна такая, а запасов больше, чем у всех остальных. Тут уж ничего не сделаешь. Да? Но там, если не ошибаюсь, очень некачественная нефть. Вязкая, тяжелая, так называемая. И она, зараза, даже в танкер заползать не хочет. Заводы нефтеперерабатывающие, они должны быть специально построены под эту нефть. Заранее, так сказать. Это не каждый завод такой примет. У американцев такие есть. Они с незапамятных времен, их там выстроили в 50-е годы еще. Они вдруг приходит Хуго Чавес, объявляет национализацию в 2007 году. Шеврон, кстати, американская компания там осталась. Вот, какие-то иностранные компании в небольших количествах остались, но в основном все забрали. Это то самое, что Трамп называет «у нас отняли там, нашу нефтепромышленность, вообще всю нашу собственность». Очень многие страны Латинской Америки провели национализацию. На самом деле это вовсе не уникальный случай. Да? Ну, хорошо. После этого стал вопрос, куда везти. Потому что если эти заводы встали, американские, и их собственники несут убытки, эту тяжелую нефть надо еще и найти, кому продать. Так вот, для того, чтобы эту жидкость для разбавки туда завезти, ее завозили с другого конца земного шара танкерами. Этим занимался Роснефть, Сечина, и Иран туда запускал. После того, как ее разбавляли этой жидкостью иранской или вот Роснефти, ее загружали уже в танкеры и везли куда? В Китай. То есть это была часть китайского танкерного флота, но, как его сейчас называют, нелегального флота, да? Не только у России есть такой флот, он есть и у Китая тоже. Китай закупает санкционную нефть и у Ирана, и у Венесуэлы. Венесуэлу он поставил в такое положение, ну, мы уже об этом говорили, да, про экспансию Китая в Латинской Америке, что она должна ему 80 миллиардов долларов и расплачивается нефтью. То есть нет другого, ни денег нету.
Они просто нефтью расплачиваются, и все. Это в счет погашения долга все. Да. На самом деле, даже не в счет погашения долга, а в счет уплаты процентов по долгу. То есть, по сути своей, теперь она в кабале, я имею в виду Венесуэла, вот, это корабль Белла-1, он был одним из кораблей очень большого китайского танкерного флота. И российский, и китайский, и вообще весь международный вот такой флот, который в серой зоне работает, опирается на одну единственную, так сказать, вот, вещь. Морское право позволяет как угодно менять флаги, менять свое место в регистре судовом различных государств, да, регистрироваться. Но это не специфика вот, теневого флота танкерного. Это все часть огромного рынка морских перевозок. И это, это то, на чем вообще весь мир стоит. Потому что суда обеспечивают все морские перевозки практически человечества. В наибольшей своей части. Весь товарообмен. Конечно. Не только и нефть, и газ, и удобрения, зерно, вообще все возят. Не какие-то не железнодорожные составы. Понятно. Это именно корабли возят. И это остро конкурентное поле борьбы экономической. Поэтому государства переманивают друг у друга корабли и так далее, создают так называемые там, легкие режимы. Ведь когда мы начали рассказывать больше года назад о возникшей неожиданно танкерной войне, да, сначала рассказывали, как танкеры взрывали неизвестные там водолазы, какие-то минами и так далее. Потом вот совсем недавно, наконец-то, Украина в Черном море открыто уже стала, так сказать, атаковать эти танкеры. Все равно было понятно, что поскольку танкерный флот 1800 судов только у России у одной, это геморрой большой для спецслужб Украины, а толку никакого. Она не может повлиять на это всерьез. И вдруг, прямо во время вот этой, сразу после вот этой накануне операции с Мадуро, наш, в смысле, этот танкер Белла-1 прямо по ходу плавания подает прошение, ему тут же разрешают вступить в российский регистр, регистрируют, дают ему порт приписки Сочи, российский флаг, все остальное. И потом регистрирующие органы России официально это подтверждают, что да, этот корабль теперь называется Маринера. 24 декабря. Да, совершенно точно. Все. Американцы продолжают его преследовать. Вот и сразу еще после этого вскоре, там, через неделю, еще 5 кораблей перешли в российский регистр. И вот эта ускоренная процедура, она у меня тогда уже вот вызвала такой вопрос, как тут свои деньги чемоданами пытаются занести, не могут побыстрее все это провернуть, а тут раз, два, на, держи. С какой-то целью этому кораблю дали российский флаг и российский порт приписки. Зарегистрировали, да. Ведь корабль при этом, мало кто знает, меняет свой уникальный позывной. Своей радиостанции судовой. Он когда выходит в эфир, он себя называет специальным позывным. И этот позывной тоже меняется. Все сделано по закону. И вот тут стал вопрос, что есть закон. Сначала эти американцы 2 раза пытались его, просто досмотреть. Зайти, там, сказать, так далее, без захвата, без военных действий, что называется. Капитан проигнорировал. Мы теперь русские. Флаг подняли, все. И вдруг американцы сказали, да в гробу мы видали ваше морское право, свободу судоходства, ничего не действует. Берем и все. Русский отлично. И захватывают его. Вот с этого открыт ящик Пандоры. Я даю сейчас только правовую стратегическую оценку этого события. Я не на чьей стороне. Просто ящик Пандоры открыт. Теперь любой китайский танкер китайского теневого флота может быть объявлен также точно незаконным и остановлен. Ни Китай, ни Россия не смогут с этим бороться. Почему? Я имею в виду захватом кораблей. Потому что флот военно-американский, он очень мощный. Значит, что такое морское право? И свободу судоходства? Это договор всех государств мира о свободе, о том, что нельзя нападать на корабли в международных водах, да, потому что им это очень удобно, это выгодно.
Останавливать корабль в международных водах можно, согласно морскому праву, если доказано, что корабль занимается пиратством, если он занимается работорговлей, если он вещает на чужих частотах, ну, пиратская радиостанция, да, или если у этого корабля нет своего гражданства. Он ни под чьим флагом, ни под чьим, вообще нет. Вот все. Все остальное не работает. Никакие подозрения в наркотиках, там, перевозке оружия, ничего не работает. В международных водах ты не имеешь права это делать. И вдруг американцы говорят, а мы имеем. Почему? Право сильного. Впервые международное право рухнуло на самом деле. И теперь может быть чего угодно. В любом конце земного шара, любой более-менее крепкий флот может произвести такую операцию. Каким образом сформировалось морское право? Государства поддерживали право своих кораблей на свободное судоходство мощью своего военно-морского флота. И сейчас, когда оно исчезло, все, что остается, это поддержка военных моряков. Вот можешь ты обеспечить свободный проход своих кораблей по всему земному шару? Отлично. Значит, для тебя судоходство существует. Не можешь? Извини. Право сильного. Вот американцы применили право сильного сейчас. Когда мы говорим о том, что это китайский танкерный теневой флот, вот, в частности, с этим конкретным случаем, да, конечно же, мы имеем в виду длительную историю его плаваний в пользу Китая. Он возил в пользу Китая. А потом, в конце декабря, вдруг решил спастись в российском судовом регистре. Перешел по наш флаг. Но, в принципе, он всю жизнь был, как сказать, кораблем китайского флота. Ну, и сейчас он принадлежит российской компании. Да, то есть сейчас... это абсолютно точно российский корабль. Да, по всем формальным признакам, абсолютно. Так весь теневой флот такой. Он принадлежит конкретным греческим компаниям, итальянским компаниям. А этот принадлежит российскому. А этот российский. И в первый раз американцы сказали, российская компания, российский флаг, российский порт приписки и так далее. Нас не кантует. Все. Ну, уже фактически между Исландией и Великобританией его поймали. Шел он якобы в Мурманск. Вообще в этом районе на самом деле это активное действие, район активного действия Северного флота России. В том числе туда добраться проблем нет. Скоростные корабли, которые могли уйти, если бы они вышли заранее, за 2 недели, могли. Все, что можно теперь в будущем предполагать, это организация частных военных компаний на борту теневого флота. То есть 10-1,5 человек вооруженных, которые будут просто отстреливаться от наступающих. И тогда будут конфликты. И тогда они будут погибать. Они будут погибать однозначно совершенно. Я не думаю, что очень много кто согласится на такое условие. Я тебя уверяю. Один сбитый вертолет очень серьезно напряжет налогоплательщиков и всех там политиков и так далее, где угодно. Хоть в Америке, хоть в Великобритании, где угодно. Любой корабль, они высаживаются с вертолетов. Вертолет сбить проблем нет. Мы еще об этом поговорим сейчас. Вот. Ситуация такова. Непонятна скорость, с которой и причина, по которой этому кораблю дали российский флаг и реестр. Что теперь, как ответит Россия? Но если Россия захочет и вступит в конфликт с американскими судами, ну, я имею в виду военными, которые попытаются следующий танкер захватить, обострение будет очень серьезное. Значит, специальную ноту Министерство иностранных дел отправило в Госдепартамент. Это наш корабль, не трогайте. Они проигнорировали абсолютно. До сих пор американцы называют это флагом, корабль, который шел под ложным флагом. Под каким ложным флагом, когда тебе официальная нота пришла, что это российский корабль? Когда военные корабли российские или советские еще получали распоряжение оказать содействие свободе судоходства в отдаленных морях, да, то есть вооруженные силы поддержать свободу судоходства, капитан или капитан группы, командующий группой кораблей, командир корабля всегда выходит, уже имея инструкцию на борту, как действовать. Если он ее не имеет, ему по ходу боевого, так сказать, присылает ее.
Понимаешь? Он на место прибывает, точно зная, как действовать. В этих переговорах всегда первое место занимал МИД, Министерство иностранных дел. Депеша о том, что корабль прибыл на место с такими-то полномочиями, и запрос о том, что означает действие противника, отправляется по дипломатическим каналам и поступает надлежащему чиновнику в США, допустим, да, в течение нескольких минут. То есть почти мгновенно. Подводная лодка имеет торпеды на борту, имеет все полномочия применить их по кораблю, пытающемуся высадиться, предположим, на палубу российского судна. Никаких проблем. Капитан в этот момент, не капитан, командир корабля в этот момент действует самостоятельно. Он уже, когда прибыл, не должен запрашивать Кремль: вот я пришел, что мне дальше делать? Нет, все. С этого момента он просто сам за все отвечает и действует по своему разумению. Точно так же, как по своему разумению действует американский его коллега, который сейчас высаживается. Вот так. Ну, несомненно, самое главное событие начала января – это специальная военная операция Америки в Венесуэле. Отряд «Дельта», спецназ армии США, сухопутных войск высадился, похитил Николаса Мадуро. С женой. С женой, да, в вывесках США, где их будут судить. Потому что… Почему? Ну, есть несколько уровней, на которых надо эти события рассматривать. Первый, самый такой большой стратегический уровень. Коротко, просто констатируем. Применена та самая доктрина Монро 2.0. Как я уже говорил, она применена. Первый ее акт чрезвычайно успешный, мощный. И здесь очень важный и интересный момент возникает. У Соединенных Штатов, у государства, есть грандиозный, самый большой опыт, вот ни у кого такого опыта нет, зарубежного государственного строительства. Когда страна строит чужие государства. Ну, захватывает там Ирак и давать там, значит, устраивать эту самую… Марионеточное правительство. Да, ну нет, в первую очередь они говорят, что они там строят демократию. Или, предположим, там в Афганистане приводит правительство президента Гани и строит там демократию и так далее. У них самый богатый… Да, у них самый богатый опыт. Они Чили полностью переделали после того, как там Пиночет пришел к власти. Они привели Пиночета к власти. В общем, этот опыт последних десятилетий провальный. Все, что произошло с Ираком, с Ливией и так далее, вот везде, где они все развалили, просто ужасные. И впервые мы видим, что в своем собственном доме, как они называют, в западном полушарии, да, в Латинской Америке, они решили поступить не так. Я думаю про себя, неужели вот элиты американские сообразили, что надо как-то по-другому действовать, что хватит, так сказать, строить по своим лекалам, по своему разумению там чужие государства. Пусть строятся как сами, как хотят. Главное, чтобы американские интересы соблюдались. То есть они же не сбросили правительство Венесуэлы. Они только Мадуро самого. Теперь вся венесуэльская нефть, она, значит, будет поступать в распоряжение Соединенных Штатов. Соединенные Штаты на эти деньги, на эту нефть, будут ее продавать, на эти деньги будут закупать американские только товары, исключительно американские, и отправлять в Венесуэлу. В Венесуэле отныне разрешено торговать только с США. Короче, Венесуэла попала в долговую кабалу к Китаю. К Америке? Нет, сначала к Китаю. И вот она расплачивалась с Китаем только нефтью. А теперь, поскольку Америка нефтяной теневой флот китайский блокирует, всю нефть забирает себе, все, Китай отодвинулся в сторону. Денег он получать, как я понимаю, больше не будет. И это очень важный момент. Значит, атака на Венесуэлу со стратегического угла зрения – это атака на Китай. А вовсе не на Венесуэлу. Вот, то есть, просто начали выбрасывать с Латинской Америки Китай прям большими кусками такими. Вот это первое. Китай – другая совершенно стратегия отношения с другими государствами, да, и в торговле. Они, другие страны, часто вгоняют долги в это. По Африке заметно, что там страны
просто все отдают китайцам, свои стратегические объекты, аэропорты и прочее. Да. В обмен на сиюминутную китайскую, значит, помощь там. Да, и это все американцы обещают пресечь. Все, Китай там больше не будет. А кто там будет? Америка. Ну, то есть, грубо говоря, одного поменяли на другого. Может быть, Америка и лучше будет для венесуэльцев. Бог их знает. Посмотрим. В общем, два крупных животных сразились, и одно из них победило. Так я на это рассматриваю. Что касается позиции России, в данном случае Россия, как по мне, так должна относиться к смене режима так же, как в Африке. Но один вождь ушел, другой вождь пришел. Российское командование, руководство там, военно-политическое в Кремле, по идее, должно вести себя как Сергей Есенин. То есть, да, мне нравилась девушка в белом, но сейчас я люблю в голубом. И все. Тем не менее, Россия поставляла в Венесуэле оружие, и как бы мы были не стратегическими партнерами, но партнерами союзниками. были, да. Ну, я тебе скажу, это здесь очень много преувеличений. Все, что мы сейчас будем говорить про Венесуэлу, про эти события, отягощено огромными потоками пропаганды, умолчания, искажения фактов и так далее. Сказать, вот, например, всего оружие поставлено на $14,5 миллиардов. Пусть меня камнями закидают, но это очень немного, учитывая, что они закупили там 30 бомбардировщиков, да, сказать, истребителей бомбардировщиков. Совсем не новые системы ПВО, вот совсем не новые. Печора 125-й комплекс, новый что ли, он в конце 50-х годов разрабатывался еще с участием фашистских инженеров, которых в Кремль, в смысле в Москву вывезли, в Россию. Да, БУК более-менее современная система. С-300 1975 года, инженерный замысел. Их модернизировали потом для продажи, конечно. Но у них у всех уже предел модернизации-то достигнут на самом деле. Ничего там такого особенного, сказать, вот самое главное – это организация. Сейчас мы переходим уже со стратегического на оперативный уровень. Оперативный уровень – это защита столицы, Каракаса, да. Что могло что правительство Венесуэлы могло противопоставить американцам? Когда хуситы начали бомбить одно из крупнейших месторождений нефтяных Саудовской Аравии, они бомбили его просто крылатыми ракетами, какими очень плохого качества, медленными там, и так далее, иранскими. Они все пролетели мимо батарей новейших, вот этих, не новейших, но очень дорогих комплексов Патриот американских. Саудиты пропустили все. Понимаешь? И никакие комплексы Патриот их не спасли. Надо уметь работать на них еще. Теперь пошел вал сообщений, что российские системы во время налета американцев себя не показали. Пит Хексет лично выступил, сказал, русские системы не так хорошо сработали, как должны были, как вам кажется. Да? Но я вам могу также точно Питу Хексету сказать, ты вспомни, как фанерные те самые самолетики, беспилотники, летели мимо твоего комплекса, самого современного, как ты считаешь, да, Патриот, и все. Но это же комплекс Патриот. И эти же самые Буки, и эти же самые С-300, украинские зенитчики используют. Вот всю СВО 4 года уже, вот так используют, отлично, все получается. Ничего, никаких нареканий. Они ничем не хуже западных, абсолютно. Значит, получается, что без человека техника мертва. И вот этой составляющей грамотного, умного человека, эксплуатанта, военного с мозгами, с инженерным образованием, ее там не было. Все. Они ничего не умели. Так выяснилось сейчас, вот просто от источников, да, что значительная часть техники была не боеготова. То есть не проходили регламентной работы даже. Это очень похоже на то, до какого состояния довели украинский флот, украинские коррумпированные, так сказать, морские офицеры. Да, просто гнило. Они деньги расходовали, которые на него поставлялись. Когда вот это вот знаменитое видео, когда американские вертолеты, из них 2 чинук огромных этих, да, еще времен Вьетнамской войны, на очень небольшой высоте пересекали Каракас, аж не отстреливали ловушки тепловые от
инфракрасных прицелов, да, ПЗРК. Это вот эта кавалькада, вот этот пролет, это приговор всей боливарианской армии, всему Мадуро, всему его окружению, всем этим генералам, люди, которые, сидя на самых больших нефтяных месторождениях в мире, довели страну до нищеты, точно так же не сумели ни себя защитить, просто себя, хотя бы себя. Даже этого они не сумели. И, конечно же, они обязаны были разработать план комплексной обороны, потому что это не было тактически внезапное нападение. Ну, тактически, в смысле, сегодня или завтра, может быть, оно было внезапным, но оперативной внезапности быть не могло, потому что американцы начали создавать эту армаду, ну, не армаду, а группировку в Карибском море. Мы о нем рассказывали еще полгода назад. Они очень давно все это потихоньку, не спеша накапливало, все к этому шло. Разведка не могла не доложить. Я уж не знаю, почему русская разведка не предупредила Мадуро, да? Но, может быть, и предупреждала, да он проигнорировал. Это все шло несколько месяцев. Они обязаны были разработать план обороны, который предусматривает немедленное вступление в действие без всяких команд, не надо ничего. Тут пошли сообщения. Американская армия сумела приблизиться незаметно к Каракасу, потому что преодолели систему ПВО, потому что выключили электричество. Подожди секундочку. А как ПВО вообще работает в чистом поле, где даже столбов с электричеством нет? В какой-нибудь пустыне. Там, тогда. Каким образом? Потому что, получается, в розетке пропал ток, ПВО не работает, что ли? Вот это ахинеи. Я сейчас просто страницами читаю, диву даюсь. Очень много есть вещей, которые прямо направлены на дискредитацию, так сказать, конкурента в будущей международной торговле. Потому что российские средства противовоздушной обороны набрали большой авторитет во время российско-украинского конфликта. Обе стороны же используют. Теперь каким-то образом это надо опустить. Вот теперь все говорят, ну вот посмотрите, ничего не было. На самом деле армянские бойцы точно так же ничего не сумели против байрактаров, потому что ничего не умели. А техника-то у них была. На самом деле та же самая абсолютно. То есть все замыкается на человека. Система противовоздушной обороны непростая вещь. Ее надо уметь организовать, проводить учения постоянно, разрабатывать разные варианты применения. И уж как минимум, если у тебя есть 250 пусковых устройств и 1800 ракет ПЗРК «Игла-С», ты обязан просто ее рассредоточить по Каракасу в городской застройке, где тебя гарантированно не будут обстреливать, потому что жилые дома американцы не стали бы обстреливать. И мы бы тогда с тобой обязательно увидели видео многочисленных пусков, пусть неудачных, но они были бы пуски. Мы не увидели ни одного. Раз. Ну, одно или два там видео, где неудачные пуски. 2 ракеты, все. Вот вся эта махина, которая готовилась, родила вот эту мышь. Хорошо. А что касается операции спецназа по вывозу? Это уже тактика. Мы сейчас спустили стратегию, оперативную тактика. Блестящая операция, агентурная операция. То есть заранее все подготовлено именно агентами, купленными там в окружении Мадуро. Ну, спутники еще, всякая система слежения. Да. И, конечно, прослушка, там, телефоном, все понятно. Но когда включают средства радиоэлектронной борьбы во время вот пролета, допустим, да, вертолетов, вовсе не обязательно, что это летят самолеты и на небе. Агенты могут просто вытянуть, те же самые жители Каракаса, да, венесуэльцы, могут просто включить их у себя в квартирах заранее полученные или там где-то на крышах домов. Совершенно спокойно. Точно так же заранее все это можно организовать. Это как Моссад вербует тех, кто ненавидит режим Айталы в Иране. Да? Я хочу сказать, что это, в принципе, вся операция готовилась не менее полугода. Заранее деньги, которые выделялись, были очень большие. Когда американцы входили в Ирак, командиры крупных соединений, там, корпуса и дивизии, да,
распоряжались огромными суммами, которые при необходимости могли получать наличными на руки для вручения иракским чиновникам. Для того, чтобы просто армия разбегалась у них на пути, да, или просто не стреляла и так далее. Здесь мы видим нечто похожее. Летит группа захвата, полная тишина и ни одного признака, хотя бы попытки организовать сопротивление. Хотя бы попытки. Это даже представить себе невозможно. Это вот соединение двух факторов. Полная бездарность, неумение, глупость, лень и равнодушие к судьбе Мадуро. Никто не захотел его на самом деле защищать. А второе – это работа агентуры. Вот все это вместе, когда сошлось, вот оно так и получилось. Поэтому операция, конечно же, блестящая. Прямо вот во все учебники войдет. Но в то же время она опиралась на тяжелое вот это вот положение Венесуэлы. Да. Да. То есть, можем ли мы себе представить вот такую легкую, ну, внешне хотя бы, грамотно организованную высадку спецназа вот во Вьетнаме. Какого-нибудь секретаря Вьетнамской коммунистической партии похитить и вывести. Предположим, Вьетнам противник твой. Хотя Иран... просто я не понимаю, почему... В Иране всех Вьетнам поубивали. не является целью. Просто в Иран как раз тоже интересная ситуация, потому что еще там месяц назад можно было сказать, что да, вряд ли такое возможно, как минимум потому, что в Иране все-таки значительная народная поддержка режима иранского, а сейчас как раз там идут очень мощные протесты, даже с захваченными якобы городами. И вот, например, лозунг «Пехлевы возвращается» очень интересно, потому что наследный принц Шах-Реза, я вообще вот о шахе сейчас иранском просто... все лучше и лучше думаю, когда вспоминаю его правление, как он пытался эту страну вытащить, да, и что-то с ней сделать. Тебе попадаются какие-то видео в соцсетях, потому что мне тоже стали попадаться. Нет, да просто я начал в Институте стран Азии и Африки учиться, когда произошла исламская революция, все было шахское еще. Нет, я имею в виду, а сейчас-то почему? Ну, просто потому, что я поневоле сравниваю шахское время и нынешнее... Просто мне попалось видео в соцсетях какого-то концерта, значит, эстрады иранской тоже того времени. Вообще чисто СССР выглядит просто один в один. Одежды, все. Поют какую-то там свою песню. Ну, может быть. Но если ты рекламу шахских времен посмотришь с песнями и так далее, какая-то бытовая техника и так далее, то совершенно очевидно, что это гораздо более экономически продвинутое было государство, чем сейчас. Но, в общем, в слабые государства чужой спецназ залетает. В сильные, благополучные государства чужой спецназ не залетает. Сейчас начинается эпопея с судом над Мадуро. Сейчас начинается эпопея по вовлечению Венесуэлы в экономическое сотрудничество с США. Ну, не в экономическое сотрудничество, а фактически принуждение Венесуэлы к сотрудничеству. Да, и так далее. Все это предъявляется американскому обществу и на весь мир туда, чтобы все видели силу Трампа, что он может, что он игнорирует Путина, и если ему надо это. Вот. Все это чрезвычайно такие победительные вещи. Он сейчас на коне. Некоторые говорят, что у него крыша съехала от успехов, от счастья. Ну, на этом у нас все. Спасибо большое, что посмотрели. Поставьте, как всегда, лайк. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. И, как вы уже убедились, мы стараемся как можно быстрее реагировать на самые важные события. Вот сегодня, вчера, все, что происходило и происходит вот в сфере военной, вы отображение видите очень быстро. Мы стараемся. Приходите к нам на наш канал в Телеграме. В Телеграме, на Бусти, да. Все. Всем пока. Всего хорошего, до свидания.